Друзья, всех приветствую. Тема видео сегодня про то, как установить петли на двери шкафа. Я уже неоднократно показываю еще раз, потому что тема востребованная. Значит, как установить петли, когда нет разметки, а есть вот только такие вырезы, но нету разметки под остальные части петли, где закручиваться будет. Вот сюда, сюда, сюда. Вот, плюс петли бывают вот с такими бочоночками, вот такими, винтики такие. Значит, они вот здесь вот обычно, вот в этой части. Бывает и вот здесь, но чаще вот здесь. Это ответная часть, вот где кнопочкой вот так вот отщелкивается. Вот эта часть, вот этой длинным основанием, она внутрь будет стоять шкафа. И сюда цепляется петля. Так, снимаю с руки, не очень удобно. Вот все приготовил сейчас. Смотрите, вот такой вот шаблончик есть для установки петель. Ну, тут разметка. Тут сейчас, если посмотреть, приглядеться, видите, вот это, где круглая часть вкладная, а это накладная. Ну, тут разные. И плюс отбортовочка есть такая вот у этого шаблончика. Для чего она нужна? Для того, чтобы зазорчик между шкафом, вот шкаф, а вот дверь, между шкафом оставить зазорчик на всей длине. Видите, я выставил сейчас, разложил двери вот так вот вдоль шкафа. Смотрите, шкаф стоит вот так, на боку сейчас. Я приложил дверь, разметился, но сейчас хочу вам показать, как это делается. Ну, во-первых, когда есть такой шаблон, это очень удобно. Вот так положил, здесь прицелился, здесь вот такая стрелочка есть. Она центр указывает вот этого отверстия. Ну и вы как бы центруете. И вот тут отмечаете себе по размеру вашей, значит, петли. Вот либо сюда, либо сюда. Ну, бывают разные крепежи. Вот видите. Она дублирует петлю. И вот это вот дублируется вот здесь. Вот с этой стороны положим сейчас. Что делать, когда у вас нет такого шаблона? И как разметиться? Вы берете вот так петлю. Вкладываете вот с одетой этой частью, сейчас покажу. Вот она, видите, в сборе. Вот так пристегнутая. Вот кладете. Вот так вот. И планочкой выравниваете по всему периметру все петли. Вот так раскладываете их там. И они у вас все будут вровень. Об этом я уже говорил. Видео есть на канале, загляните. Это вот вы выравниваете. И вот без вот этих вот болтиков, вот так ее оставив, вы через петлю саму размечаетесь с учетом вот этого зазора. А зазор я сделал в данном случае вот за счет этого шаблона. Вот видите, вот. И придавлена дверь. А вы можете просто взять, какую-нибудь картоночку сюда вложить или линеечку, да, боком вот так поставить и придавить, чтобы небольшая щель осталась. Вот здесь вот на всем протяжении шкафа. Ну и все, карандашиком разметились, сняли. И вот такие отметки вот получаются. Вот они. Это я вот сделал сейчас, я вам покажу. Я заранее сделал отметку. Значит, это делается сначала, когда нарисовали карандашом, вот карандашиком нарисовали, а потом просто шилом накалите вот здесь вот. Вот шилом. Вот у меня в данном случае вот такое шило. Это как бы присадочное приспособление. Сейчас покажу. Вот видите, я вот так вот его придавливаю, втыкаю. Проколол. То есть как бы не просверлил, а проколол. Ну вот эти вот шильца. Я показывал, как я сделал их. Тоже в прошлом видео. Посмотрите, кому интересно. А так ручным можно. Ручным. Раз, накололи. И вот здесь тоже. То же самое. Вот, видите, я сейчас покажу. Следующий этап. Смотрите, я про бочоночки, про эти говорил. Вот такие вот болты. Здесь не саморезы. Такие петли бывают на саморезах. А бывают вот такие качественные, которые в данном случае вот сейчас здесь. У них такая, ну, бочоночная часть. Вот он. Видите, какой. Как его установить? Когда нет отверстия. То есть вы уже поняли, что вот это вот делается такая наколочка. Далее переходите, потом берете вот такое вот сверло, пятерочку, 5-е. Вот сейчас я его достану, одной рукой снимаю. Вот смотрите, оно по толщине соответствует, видите, вот этому болтику.
Вот. Но даже тоньше немножко. Но ничего страшного. Оно не совсем тонкое. Здесь как бы 5,5 надо сейчас в данном случае. Это ровно 5. Вот. Шестое уже не подойдет. Вот, давайте проверим сейчас шестое. Вот, шестое это будет уже слишком толсто. А здесь в идеале подойдет 5,5. Но если 5,5 нет сверла, вот пятерка, а вот этот вот резьбой своей прорежет в отверстие столько, сколько надо, не даст никакие сколы вот под этой частью. А если даже микросколы какие-то будут, они останутся там за вот этой приемной частью петли. Таким образом, сейчас покажу. Вот это на сверло обязательно наденьте ограничитель. Вот у меня в данном случае такой есть ограничитель. Видите, сколько он отмерено здесь у него. Вот, смотрите. То есть это даже много я взял, но оно насквозь не пройдет за счет этого вот ограничителя сверления. То есть это не для сквозных, это для глухих отверстий. Ограничивается длина сверла. И потом вот в это наколотое отверстие, ну, вы засверлитесь. Сейчас я вам покажу, как это делается. Заодно уменьшу немножечко толщину вот этого, ну, вернее, длину. Еще немножечко убавлю сверла. Сейчас погодите, сейчас вы увидите весь процесс. Вот я приготовил сверло, разметился везде, пока готовил сверло. И вот так вот сейчас покажу, как надо засверливаться. Тихонько. Да? Вот так отверстия эти делаются под 5 миллиметров. Вот сюда. Здесь вот следующее. Вот с ограничителем можно смело засверливать отверстие под эти бочоночки. Держите ровно дрель всегда. Вот так. Следующее. Вот таким образом все засверлено. Сейчас я это все сдую и покажу, как одевается непосредственно петля. Сюда засверливаться не надо, потому что здесь будет вот эта часть петли крепиться на саморезы. А вот это вот, еще раз повторюсь, вот на эти бочонки. Вот смотрите, я вкрутил их немножечко. Вот здесь вот так они торчат. Посмотрите внимательно. Вот. И то есть вот можно сразу приложить, вот, и они вот сюда немножко насажены. Сюда вот их вставляете и закручиваете. Вот. Я сейчас медленно это делаю по одной штучке, чтобы одной рукой у меня ничего не увело. Таким образом закручиваются петли. Далее вот сюда вставляется ответная часть. Дверь уже можно отодвигать, так как уже зазор учтен. Вот, и сюда закручивается на саморезы. Сейчас покажу. Ну и вот таким образом одета петля. Извините за качество съемки, друзья, потому что без штатива снимаю, без помощников. Один показать хотел. Все остальное также одевается, закручивается. Вот здесь на саморезы, здесь на вот эти винты. Таким образом. Все, спасибо, друзья, за просмотр. Знаете, кому-нибудь пригодится.